Джунгли Коста-Рики никогда не молчат. С утреннего рассвета они наполняются гулом, стрекотом насекомых, свистом птиц и тяжелым влажным дыханием тропического леса. Но в этот день среди привычной симфонии природы прозвучал звук, который заставил рыбаков Алехандро и Матео насторожиться. Это был не обычный призыв дикого зверя, а хриплый прерывистый крик, в котором сквозило чистое, ничем не прикрытое отчаяние. Рыбаки медленно вели свою небольшую моторную лодку по мутной широкой реке, чьи берега были густо покрыты вековыми манграми и переплетенными лианами. Вода после недавних затяжных тропических дождей была неспокойной, быстрой, коварной, несущей обломки деревьев, сорванную листву и густую глиняную взвесь. В таких условиях даже для опытного пловца река могла стать смертельной ловушкой, не говоря уже о сухопутных обитателях сельвы, которые панически боятся открытой воды. Сильные водовороты то и дело возникали у берегов, подмывая корни деревьев и утягивая на дно все, что попадалось им на пути. «Ты слышал это?» Матео резко сбросил обороты старого мотора, и деревянная лодка плавно по инерции пошла по течению, покачиваясь на грязных волнах. Алехандро приставил ладонь к глазам, защищаясь от палящего солнца, и принялся пристально вглядываться в мутную гладь реки. В паре десятков метров от них, прямо посреди бурного потока, среди наносных веток и речного мусора, что-то темнело. Оно то полностью погружалось под воду, оставляя лишь едва заметные круги, то снова с трудом появлялось на поверхности, отчаянно борясь с накатывающими волнами и быстрыми речными вихрями. «Это обезьяна!» – воскликнул Алехандро, хватаясь за тяжелое деревянное весло, лежавшее на дне лодки. «Матео, правь правее! Подходи ближе к течению! Она едва держится на воде! Кажется, силы покидают ее!» Это был взрослый черный ревун. Обычно эти крупные и величественные животные проводят всю свою жизнь на самых вершинах деревьев, в безопасной сене густой кроны, ловко перепрыгивая с ветки на ветку и оглашая окрестности своим громогласным, пробирающим до костей рыком, который разносится на километры вокруг. Но сейчас от былой гордости, силы и величия лесного обитателя не осталось и следа. Шерсть бедняги полностью намокла, сбилась в тяжелые колтуны и мертвым грузом тянула его ко дну. Силы животного были практически на исходе. Лапы ревуна судорожно, хаотично молотили по воде, а из открытой пасти вместе с брызгами вырывался лишь глухой, булькающий хрип. Было очевидно, что обезьяна провела в воде уже слишком много времени, возможно, упав с подмытого берега еще ранним утром, и сейчас боролась из последних предсмертных сил. Матео проявил все свое мастерство лодочника. Он искусно подвел легкое судно ближе, лавируя между плывущими бревнами и стараясь не напугать тонущее животное резким шумом винта, а главное, не задеть его хрупкое тело бортом. Вода бурлила, грозя отбросить лодку в сторону, но рыбаки действовали слаженно. Алехандро перегнулся через деревянный борт, рискуя сам потерять равновесие, и аккуратно, но уверенно протянул длинное деревянное весло прямо к мокрой морде обезьян. «Давай, приятель, хватайся, держись за него». Тихо, размеренно и ласково подбадривал рыбак, прекрасно понимая, что дикое животное в состоянии смертельного испуга и паники может повести себя совершенно непредсказуемо, проявить агрессию или вовсе испугаться человеческого голоса и пойти ко дну. Ревун, заметив приближение огромного деревянного объекта, сначала испуганно округлил свои карие глаза, в которых застыл первобытный ужас. Но инстинкт выживания оказался сильнее страха перед незнакомыми двуногими существами. Увидев прямо перед собой спасительную древесину, обезьяна совершила последнее невероятное усилие, рванулась вперед из засасывающей пучины и намертво вцепилась обеими передними лапами в широкую лопасть весла. Ее длинные цепкие пальцы, идеально созданные природой для лазания по самым высоким деревьям, сжались на мокром дереве мертвой стальной хваткой. Рыбаки буквально физически почувствовали,
то колоссальное напряжение, с которым животное держалось за свой последний шанс на спасение. Алехандро начал медленно, плавно и крайне осторожно подтягивать весло к борту лодки, словно выуживал самую крупную и драгоценную рыбу в своей жизни, боясь, что добыча сорвется в любой момент. Бурная река словно не хотела отпускать свою жертву, с силой утягивая ревуна назад и накрывая его голову пенистыми волнами. Но мужчина действовал твердо и хладнокровно. Когда мокрая черная голова оказалась вплотную к деревянному краю, обезьяна, собрав воедино последние крохи своей энергии, перенесла лапы с весла на окрашенный в нежно-голубой цвет борт лодки. С тяжелым, надрывным, почти человеческим дыханием, которое напоминало горький плач отчаяния, ревун подтянулся. Его мокрое тело, пропитанное речной водой и грязью, казалось, весило вдвое больше обычного. Обезьяна с огромным трудом, цепляясь когтями за краску, перевалилась через борт и буквально рухнула на палубу. Оказавшись в относительной безопасности на твердой поверхности, животное не проявило ни малейших признаков агрессии. У него не было сил ни для того, чтобы обнажить клыки, ни для того, чтобы попытаться защитить себя. Ревун был слишком истощен, полностью обессилен пережитой борьбой со стихией. Он медленно забрался на внутренний выступ борта лодки, судорожно вцепившись всеми 4 лапами в деревянные края, и замер, тяжело и прерывисто дыша. Вода стекала с его длинной черной шерсти ручьями, мгновенно образуя темные лужи на сухом дне судна. «Все хорошо, парень, все позади, ты в безопасности», – негромко говорил Матео, снова запуская мотор на самый малый ход и аккуратно разворачивая лодку к берегу, стараясь сделать это как можно плавнее, чтобы не испугать неожиданного пассажира резким рывком. Обезьяна испуганно и растерянно озиралась по сторонам. Ее большие темные глаза выражали целую гамму сложных чувств. От пережитого кошмара и шока до глубокого недоверия к странным существам, которые только что вытащили ее из водного плена. Ревун немного сместился по борту ближе к корме лодки, подальше от Алехандро, стараясь держаться на безопасном, по его мнению, расстоянии от людей. Но при этом он не делал абсолютно никаких попыток прыгнуть обратно в воду или метаться по судну. Животное удивительным образом понимало, что эта покачивающаяся деревянная посудина – его единственный хрупкий островок спасения посреди безжалостной и смертоносной реки. В течение нескольких минут лодка практически бесшумно скользила вдоль русла реки. Мужчины, молча, затаив дыхание, наблюдали за своим необычным спасенным гостем. Ревун постепенно пришел в себя. Его судорожное дыхание немного выровнялось, хотя все его тело все еще заметно подрагивало от холода, сильного ветра и пережитого колоссального стресса. На его морде застыло выражение глубочайшей экзистенциальной усталости, а взгляд был неотрывно устремлен на приближающийся зеленый берег, где колыхались родные деревья. Он словно не верил, что этот кошмар закончился. Матео уверенно направил лодку к густым сочным зарослям прибрежной осоки и высокого камыша, которые плотной непроходимой стеной подступали к самой воде. Сразу за ними начинался настоящий, родной для ревуна тропический лес. Величественный мир гигантских деревьев, безопасных переплетений лиан и привычной пищи. Это был дом, где ему больше не угрожало коварное течение. Как только нос лодки с мягким шорохом подошел вплотную к прибрежной растительности и зарылся в зеленые стебли, ревун мгновенно преобразился. Вся его минутная слабость и апатия бесследно испарились, а в глазах вспыхнул знакомый дикий огонек истинного лесного жителя. Природа звала его обратно, и медлить было нельзя. Обезьяна ловко, несмотря на недавнюю усталость, перебралась на самый край носа лодки, цепко удерживая равновесие и внимательно оценивая расстояние до твердой земли. Примерившись и выбрав прочную ветку прибрежного кустарника, ревун мощно оттолкнулся своими длинными задними лапами от борта лодки и совершил красивый размашистый прыжок прямо в густые зеленые стебли осоки.
Раздался громкий, отчетливый шорох ломающихся стеблей, мутные брызги полетели во все стороны, и черное мокрое тело на мгновение полностью скрылось в прибрежной траве. Буквально через секунду рыбаки увидели, как верхушки камыша стремительно заколыхались, протаптывая невидимую тропу. Спасенный обитатель джунглей уверенно и быстро направлялся вглубь леса, возвращаясь к своей привычной безопасной жизни на твердой земле, среди деревьев великанов. Он даже не обернулся, подчиняясь зову дикой природы, которая не знает сентиментальности. Но Алехандро и Матео это было и не нужно. Рыбаки переглянулись, тяжело вздохнули от облегчения и одновременно улыбнулись друг другу. Они не поймали в тот душный день много рыбы, их сети остались практически пустыми, а улов не принес бы им никакого заработка на местном рынке. Но они совершили нечто гораздо более важное, то, что невозможно измерить деньгами. Небольшой спонтанный акт человеческой доброты, проявленное терпение и вовремя протянутое простое деревянное весло спасли жизнь живому существу, которое без их своевременной помощи не дожило бы и до полудня. Матео потянул за ручку стартера, мотор лодки привычно затарахтел, оглашая речные просторы эхом, и судно плавно развернулось, ложась на обратный курс к родной деревне. Они оставили позади шумящие, оживающие после дождя джунгли и спасенного ревуна, который теперь снова был дома, на своей высоте, в безопасности от коварных речных вод. Эта история навсегда осталась в памяти мужчин, как напоминание о том, что человек в дикой природе должен быть не только охотником, но и хранителем.